чувствую, меня сейчас одолеет косноязычие. Но перед тем, как я начну вести свою околотуристическую рубрику, хочется сделать небольшую ремарку, такой дисклеймер, и сказать, что я не являюсь профессиональным блогером. Да, чего там профессиональным? Я вообще никаким блогером не являюсь. Это так, скорее, больше желание оставить свой углеродный след, поймать его в банку и потом показывать потомкам. Правда, в данном случае этот след будет в цифровом формате. И эти байты и пиксели я запущу бороздеть по недрам нейросети. Ну или просто залью на ютубчик. И это не будет тревел-блогингом в традиционном понимании этого термина. И это не потому, что я такой крутой и выше всего этого. Просто я адекватно расцениваю свои возможности. И мне кажется, что на этом поприще я буду ощущать себя затерянным беспилотником в бесконечном космосе. Ну, делаем, что делаем, и будет, что будет. Одну из приятнейших вещей, которые я как-то для себя определил, это является путешествие. И тут не важно, если ты пересекаешь континенты на дальнемагистральном лайнере, или же просто садишься в тачку и приезжаешь в соседнюю деревню. Вот в данном случае я как раз таки приехал в соседнюю деревню, в деревню художников, неподалеку от города Хайфа на севере Израиля, в котором я, кстати, и живу. Находится вот такая вот довольно интересная деревня художников. На иврите она называется Кфар Оманим Эн Гуд. И видим, что она начинается с такого небольшого ботанического сада. А вот мы видим уже первые скульптурки. Это такие музыканты-мариачи или просто такие три Чехова. Вот, если присмотреться, то видно, что у них три глаза. Правда, они разбросаны на лице довольно асимметрично. Обычно, когда изображают особи с тремя глазами, третий глаз расположен чаще всего именно по центру, между двух обычных глаз. Вот, допустим, у йогов индусских, у них целая философия насчет этого есть. Это как чакра, как такой детектор, который улавливает разные вибрации, ультрафиолетовые волны. И вообще есть такой прикол, что это как Шива третьим глазом смотрит внутрь себя и видит там всю вселенную. Вот в природе тоже есть существа, у которых три глаза. Это, допустим, некоторые виды ящериц. У них тоже по центру между двух глаз есть такой прыщик, такая чешуйка, выпуклость такая на лбу. У них, конечно, нету глазного яблока самого, нету роговицы и зрачка, но есть сетчатка и хрусталик. И он обычно функционирует как детектор света. Он видит, определяет свет и его отсутствие, но не может увидеть форму. В общем, интересная такая деталь. А может, они просто таким образом налаживают связь со своими братьями с планеты Нибиру, кто знает. Вот колодец желаний. Жалко, у меня нету с собой монетки, так бы я кинул бы туда какую-то мелочь, чтобы задобрить духов и вызвать дождь. Но у меня монетки нет. Есть разные суеверия, и в колодцы кидают не только монетки, а раньше еще некоторые люди кидали туда всякие пуговицы и обрывки одежды. И таким образом они хотели, чтобы духи помогли им излечиться от разных недугов.
вот ресторан Дона Росса. В общем, у меня есть забавная история, которая связана с этим рестораном Дона Россой. Она произошла лет, наверное, да много лет назад, больше 10 лет назад. Мы с друзьями здесь гуляли и проголодались, решили где-то бросить кости. В итоге упали вот как раз в этой Дона Росси. Сидим за столом, к нам такой вальяжной походкой подходит официант и говорит: хотите, я вам расскажу о жемчужине нашего места? Мы говорим: ну да, конечно, хотим. Он говорит: вот у нас тут есть такое мясо, которое обладает интенсивной мраморностью. Это такие ажурные стейки, имеющие чуть ли не кружевную структуру. Он говорит, это не просто из-за того, что коровы имеют такую генетическую предрасположенность, а их еще выращивают особым методом. Их до 6 месяцев скармливают материнским молоком. Потом эти телята пасутся на зеленых лугах и едят только самое отборное зерно. Их специально ограничивают в движении, и это способствует правильному какому-то распределению жировых прослоек. Потом им делают массаж, специальными щетками циркулирует кровь как-то. А также включают классическую музыку, потому что таким образом они хотят понизить у них гормон стресса, потому что кортизол как-то пагубно влияет на производственное мясо. И вообще у каждой коровы есть свой паспорт с отпечатком носа. В общем, он нам рассказывает эту щепетильную историю. Я, как человек впечатлительный, уже все сразу начинаю представлять и визуализировать. Я представил эту корову, как-то уже эмоционально к ней привязался, полюбил ее. И тут он хочет, чтобы мы ее ели. В общем, мы с ребятами переглянулись, посмотрели на цены. И нам вспомнилось, что при въезде в Энуд к нам подбежал мальчишка, такой арабчонок, и дал нам листовку, что где-то тут неподалеку, в соседней деревне, которая называется Энход, арабская деревня, там у них есть ресторан. И мы смекнули, что там цены будут, наверное, в 10 раз ниже. И так мы и не попробовали этого чудесного мяса. В Дона Росси, кстати, я все-таки был в другой раз и ел там равиоли и лангустины, и они были вполне себе даже съедобные, более того, и цены были приемлемые. Так что можете чекать. Такой прикольный деревянный леший. Я знаю, что в Древней Руси были такие обычаи, когда люди прикасались к всяким таким деревянным изделиям, сделанным из живого дерева, или просто к самим деревьям. И таким образом они перекладывали болезнь. Типа это такая передача негативной энергии. В общем, каких только суеверий не было. Такое мозаичное панно цвета зеленовато-голубоватой глазури. Чем-то мне напоминает наскальные росписи такие со времен палеолита. Хотя вот так вот ближе, когда смотришь, это такой цвет патины, наверное, больше, чем глазури. Классный роботизированный собакин такой, взят из породы боксера. Что интересно, что это, видно, не просто цельнометаллическая псина, орудие убийств, которая оснащена всякими смертоносными штуками, а это робопес-друг. Вот у него, кстати, тут тоже робот такой рядом с ним находится. Вот, я бы еще бы на свой бы вкус ему добавил бы такую сигарку, пенсне, шляпу в стиле викторианской Англии. И чтобы у него вот тут вот так вот бы бок был бы раскурочен, и оттуда бы выглядела всякая механика там со своими шестеренками, спиральными пружинами, всякими зубчатыми ходовыми колесиками. Добавил бы немножко такого стимпанка. Кстати, этот робот мне чем-то напоминает дроида из Звездных войнов. C-3PO, кажется, он назывался. Тоже не киборг убийств, а такой дроид гуманитарной профессии, который принеси, подай, расскажи, переведи. В общем, мне очень нравится такого плана искусства.
И если кто-то думает, что робособаки это только удел фантастов, то глубоко ошибается. Будущее уже на наших улицах. Как вы видели, наверное, есть такие приятные робособаки из Boston Dynamics, знаменитые, наверное, своими танцами. И я читал как-то, что разрабатывают таких робособак-поводырей, которые могут заменять обычных собак для слепых. Они будут оснащены всякими сенсорами, там будет встроен модуль GPS на случай, если они потеряются. В общем, будущее уже у порога. Вот новая этика собирает свою кровавую жатву. Вот эти две красотки сменили ушастого на боевом посту. Сейчас вообще очень все принято феминизировать. И вообще даже современное искусство завязано сейчас на сексизме, толерантности. И Бэтмен тоже попал под раздачу, как мы видим. А вот еще немножко и бади-позитивчика. Чем-то напоминает мне Венер Палеолита. Как была такая знаменитая, если не ошибаюсь, Вильфендорская Венера. И точно еще никто не знает, почему любили изображать именно таких тучных бабищ, таких сиськастых. То ли они таким образом хотели их боготворить и поклонялись им, как богине фертильности, и этот эстроген, который вываливается из этих фигурок, как раз об этом и способствует. А может, они просто изображали то, что видели, потому что есть такая генетическая аномалия, даже сейчас в некоторых местах Африки, стеатопегия, кажется, это называется, это такие выпуклые задницы у местных девочек. И вообще это очень популярно было и в древние времена. Представьте, что это больше 30 тысяч лет назад уже наметанный глаз подмечал такие моменты. Насколько я слышал, что и сейчас в районе Сахары есть такие туземные племена, которые козьим молоком откармливают своих девочек специально, чтобы сделать их жирными. Потому что это считается модно и здорово. Вообще я скажу, что современное искусство – это тема не для каждого. Я понимаю, что искусство не нанималось быть понято каждому, но тем не менее иногда хочется ясности. Кто-то специально рисовал эту картину или просто случайно краски набросал, потому что зачастую даже не разберешь. Сегодня все, кому не лень, каждый свой высер нарекают гордыми эпитетами современного искусства или вообще искусства. Мне иногда кажется, что многие авторы выбирают такой путь, потому что они не могут конкурировать в обычной живописи.
с уже зарекомендовавшимися себя титанами в этой области. Поэтому они выбирают такой путь, чтобы вот я такой уникальный, я так вижу, и тем самым они избегают конкуренции. Но это все-таки имеет место быть. Вот вы можете посмотреть на такие вот произведения искусства и сказать, что вы думаете об этом. Типа, это работает по принципу, все, что я нахаркаю, я потом назову это искусством, потому что я художник, я так вижу. Это бомбоубежище выглядит довольно конспирологически. Такой антенной только в космос сигналы запускай. Еще одним видом современного искусства являются инсталляции и объекты. Причем автор может практически не прикасаться к объекту, он просто назначает его произведением искусства. Он говорит, я художник, и я так вижу. И что мы, собственно, сейчас тут и наблюдаем. Тут очень много разных объектов и инсталляций. Как кто-то когда-то заметил, что настоящая красота — это когда встречаются швейная машинка и зонтик на анатомическом столе. Вот тут вот такого добра хватает слишком. У меня абсолютно низкий культурный стандарт. Все, что связано с творчеством и культурой. Творчество — это вообще плод тараканов автора, по большому счету. Но в конечном итоге я ориентируюсь на один критерий, довольно простой. Мне нравится или мне не нравится. И иногда ты смотришь на какую-то кляксу, но она пробуждает тебе в какую-то эмоцию, и ты подсознательно чувствуешь какой-то эмоциональный выплеск при просмотре определенных скульптур или картин. Поэтому, да, это очень субъективная тема. И каждый для себя определит уже, что ему больше по душе. У меня такая ассоциация от этой скульптуры, как будто из этого тела вылез ксеноморф, как в фильме «Чужой», и сбросил шкуру, как кожуру. И вот это то, что осталось. Довольно-таки пробивает на эмоцию. Одна из крутейших, наверное, скульптур, которых я тут видел. Не считая, конечно, робособаки. Кстати, раз уж тут такая свистопляска пошла, считаю, было бы лютейшим зашкваром и грехопадением не воспользоваться этим моментом и не втиснуть сюда что-то из своего творчества тоже. Кстати, спонсором данного мероприятия является пиво Gold Star. Да я шучу, какие у меня спонсоры. Это я просто так расслабляюсь. В общем, я зачитаю сейчас один из своих текстов. Довольно коротенький. А вы уж потом сами оцените. Одни говорят, что можно оживить любой труп, дав ему мощный заряд. И вот он я, несу дефибриллятор, впереди земля, позади ад. Ни по зодиакам, да ни по знакам я не верю в круги на полях. И в этих опостылевших текстурах застыл капелька янтаря. В секундном моменте, как в киноленте, кадром зажеванным отголоски прошлого мельтешат. Не сбавляя шаг, мы жизнь прожигаем графитом сточенного карандаша. И вот удар, разряд, зажим, молния на экране. Бездыханный птенчик еще пару секунд назад снова забил крылами. Незамутненный, незатуманенный взгляд пробивается из темноты. Самир взывает от давления и всеобъемлющей духоты. Грудь зашевелится, словно меха кузнечные, жадно вдыхать свободу. Отчасти крапленную семерку трев снова вернут в колоду.